Всем привет, друзья! Добрался таки до обещанного обзора на один из лучших антикризисных смартфонов на сегодняшний день – Lenovo Legion Y70. В этом аппарате идеально сочетаются цена, производительность и качество материалов. За относительно невысокий ценник вы получаете мощнейший гаджет, способный тянуть практически все на максимально предельной графике. Шикарный AMOLED-экран на 144 Гц, невероятно громкий и чистый звук, а также способность писать видео аж до 8К. И все это за 22 тысячи рублей. Сказка ли? Давайте подробно разбираться, так ли все замечательно. С вас лайк, подписка за старание, и мы начинаем. Погнали! Поставляется аппарат в элегантной черной коробке. Сразу понимаешь, что это флагман. Внутри нас встречает серенький чехол, блок питания на 68 Вт, шнур USB-C, немного макулатуры, скрепка, ну и непосредственно сам смартфон. Что касается материалов, то здесь Lenovo не разочаровывает. Телефон выглядит и ощущается премиально. Материалы корпуса металл плюс стекло. Вся тыльная и лицевая сторона выполнены из стекла, а рамка металлическая. Смартфон очень приятно лежит в руке. Тактильный экспириенс просто космический. Это тот редкий случай, когда за относительно невысокий прайс мы получаем действительно годный продукт в плане материала. Ну и дизайн, конечно, не подкачал. Все стильно и эстетично. Современным смартфоном на заметку. Пробежимся по габаритам. В высоту он 163,6 мм, в ширину 77 мм, при толщине всего в 7,9 мм. Весит наш герой 209 грамм. У меня смартфон в светлом исполнении, так называемый Grey Ice White. Есть также версии в черном Titanium Crystal Silver и красном Blazing Red цветовых решениях. Напиши в комментариях, какой цвет тебе нравится больше. Летим дальше. Кнопки и элементы управления. На правой стороне расположились качель регулировки громкости, кнопка питания, она же сканер отпечатка пальцев, что, как по мне, довольно удачное решение, и антенные вставки. На нижней грани разместились решетка динамика, порт для зарядки USB-C, микрофон и лоток для сим-карт. Он у нас на 2 сим-карты. Присутствует также красный уплотнитель, который как бы намекает нам на некую защиту, но официально сертифицированной защиты не заявлено. Левая сторона практически пустая, за исключением микрофона и антенной вставки. Рядом разместилась стильная надпись Lenovo Legion. На верхней грани находится еще один микрофон и антенные вставки. На лицевой стороне разместились фронтальная камера и еще один динамик. Отмечу и наклеенную с завода пленку. Мелочь, а приятно. На тыльной стороне разместились аккуратный прямоугольный блок камер, разделенный на 2 сектора. Вспышка и крупная надпись Legion. В общем и целом дизайн смартфона явно заслуживает всяческих похвал. Все симметрично и на своих местах. Дизайнеры не зря ели свой хлеб. Они попали точно в десятку. По крайней мере, по моему субъективному мнению. Ставь лайк, если тебе тоже понравился дизайн. Друзья, если вы хотите оперативно получать свежие новости о новинках, подписывайтесь на мой одноименный телеграм-канал. Там я каждый день публикую огромнейшее количество новостей и горячие предложения от AliExpress по самым выгодным ценам. Переходите, ссылочка внизу в описании. Работает аппарат на операционной системе Android 12 под управлением фирменной оболочки Zui 14 из коробки. Оболочка вполне обычная, интуитивно понятная. Есть все, что нужно. От настройки виджетов, включения Always On дисплея до тонкой настройки звука. Останавливаться подробно я на ней не буду. Если нужно сделать отдельный обзор, напишите в комментариях. Единственное, что немного смущает, это отсутствие поддержки русского языка. Есть только английский и китайский. Но это и не удивительно. Все-таки смартфон выпускается на местный рынок Поднебесной. Но это легко исправляется, буквально за 15 минут свободного времени. Все, что нужно, есть на известном 4-м сайте. Но если хотите подробную видеоинструкцию, дайте знать в комментариях. Смартфон получил OLED-экран на 6,67 дюймов с разрешением 2400 на 1080 пикселей, с высокой частотой обновления экрана до 144 Гц. По умолчанию работает режим автоматической регулировки частоты. Это когда смартфон сам определяет оптимальную частоту, в которой может работать приложение. Благодаря этому оптимизируется расход батареи, и смартфон дольше работает. Но никто не мешает вам выбрать диапазон от 60 до 144 Гц. Плотность пикселей 395 ppi. Соотношение экрана к корпусу почти 86%.
Матрица великолепна. На борту HDR10+ со 111% цветового охвата DCI-P3. Есть также возможность улучшать картинку в играх благодаря функции HDR Gaming. Ну и в целом цвета яркие и насыщенные. Картинка плавная, играть и смотреть видео одно удовольствие. Однако яркость не самая высокая. 1000 нит в пиковом режиме и до 860 в обычном. Конечно, хотелось бы большего, так как в яркий солнечный день приходится немного прищуриваться, чтобы разглядеть информацию на экране. А вот в домашних условиях все хорошо. Уровень шума и вредных излучений в норме. 4% при максимальной яркости, 23% на средней и на минимальной яркости доходит до 30%. А это значит, что глаза у вас уставать совершенно не будут, даже при длительном использовании. Построен аппарат на производительной платформе от Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1. Это флагманский камень 2022 года со всеми вытекающими. Произведен он по 4-нанометровому техпроцессу и состоит из 8 ядер. Одного суперядра Cortex-X2, работающего на частоте 3200 МГц, 3 производительных ядер Cortex-A710 с частотой 2750 МГц и 4 энергоэффективных ядер Cortex-A510 с частотой 2000 МГц. Графический процессор Adreno 730 работает на частоте 900 МГц. Оперативной памяти у нас 8 ГБ формата LPDDR5. Она у нас 4-канальная и работает на частоте 3200 МГц. Постоянной же памяти 128 ГБ типа UFS 3.1. У меня базовая версия, есть также версии на 12 и 16 ГБ оперативной и 256 либо 512 ГБ постоянной памяти. Вся эта связка набирает довольно внушительный результат в бенчмарке Antutu 10 – 1 303 000 баллов. И это достойно, особенно зная цену устройства. Смартфон невероятно быстрый, а в игры играть одно удовольствие. Хочу отметить особый геймерский режим Legion Zone. Благодаря ему одним свайпом вы можете превратить данный агрегат в беспощадную адскую машину, которая с легкостью переваривает любые требовательные игры на максимальных настройках графики. Реализуется это выбором разных пресетов с частотой процессора. На выбор экономичный режим, сбалансированный и режим зверя. Максимальная производительность. В этом режиме частота процессора уходит в потолок. И смартфон работает, как говорится, на все деньги. И это действительно впечатляет. Во всех играх, которые я тестировал, на максимальных настройках графики счетчик FPS практически всегда был на пике, выдавая стабильно плавную картинку. Вот небольшой пример геймплея. Зверя. Понеслась. Все. А теперь, как видим, 144 в потолок. Уперлось видео. Я думаю, проседать не будет ни на грамм. Все-таки. Включаем. Есть. 61. Фига. О! Ты чё, чел? Желтый, значит, да? Ты чё, чел? Вот бешеный такой, а? Переходим к синтетике. В известном бенчмарке 3D Mark выдал вот такие результаты. Slingshot – максимальный результат, Slingshot Extreme Maximum, Wildlife Extreme Stress, диапазон от 2920 до 2942, Wildlife Extreme 2911. Geekbench выдал 1817 баллов в однопотоке и 4776 баллов в многоядерном тесте. В бенчмарке на искусственный интеллект выдал почти 840 000 баллов. Ну и куда же без теста на тротлинг.
При 100 потоках за 15 минут выдает отличный результат. Максимальное значение 351 гипс, минимальное 322 гипса, среднее же значение составило 338 гипсов. Тут же запускаем тот же тест на 30 минут, и результат превосходный. Процессор практически не сбрасывает частоты. Максимальное значение 334 гипса, минимальное 311 и средний результат выдал в 326 гипсов. Отличный показатель. Правда, с небольшой оговоркой. Тест на тротлинг я проводил уже после прошивки и настройки процессора. В базовой прошивке проц дико греется и тут же уходит в тротлинг. Экран поддерживает 10 касаний, а также рекордный тач в 1500 Гц, так называемый мгновенный отклик, что особенно актуально в киберспортивных состязаниях. Правда, он активируется только в играх. В обычном режиме тач работает в 360 Гц, что тоже довольно неплохо. В целом, Smart идеально подходит для игр и ресурсоемких задач. Производительность — это явно сильная сторона данного аппарата. С мощностью разобрались, пора поговорить о фото-видео возможностях. Основной блок камер состоит из 3 сенсоров, расположенных в вертикальный ряд. Все они находятся в прямоугольном островке, который в свою очередь разделен на 2 сектора. Отличаются они по цвету. Рядом расположилась вспышка. Выглядит все это довольно гармонично и стильно. Правда, блок камер неплохо так выпирает из корпуса, но комплектный чехол решает эту проблему. Главный сенсор 50-мегапиксельный OmniVision OV50A со светосилой f1.8 и возможностью записи видео до 8К при 30 кадрах в секунду, а также 4К при 60. На борту оптическая и электронная стабилизация. Второй сенсор 13-мегапиксельный ширик от Samsung с углом обзора в 120 градусов. Третий датчик 2-мегапиксельный сенсор глубины с апертурой f2.2. Фронтальная камера на 16 мегапикселей от OmniVision OV16A с апертурой f2.0. Писать видео может в Full HD при 60 кадрах. Давайте же глянем, на что способен наш сегодняшний герой в реальных тестах. Так, ну что, друзья, тестируем смартфон Legion Lenovo Y70. Запись веду на основную камеру с 50 мегапиксельным сенсором OmniVision OV50A. Здесь у нас установлен сенсор на 1.1.55. Вот такие сложные условия. Сенсор может писать вплоть до 8К при 30 кадров в секунду. Видите, пересветы какие. Очень сложные условия. Сенсор поддерживает электронную и цифровую стабилизацию для плавной картинки. А это уже на этот сенсор пишем видео в 4К 60 FPS. Здесь у нас уже оптическая стабилизация отрабатывает, как видите, все плавненько, очень и очень приятно. Сенсор у нас довольно-таки светочувствительный, по-моему, у него светосила 1.80, довольно-таки неплохой сенсор. Давайте проверим приближение, 2х. К сожалению, между сверхшириком нельзя переключаться во время записи, приходится останавливать запись, но по-другому никак. К сожалению, только так. А так в целом очень и очень даже неплохо. Я ожидал худшего. Очень плавная картинка. Меня на самом деле этот смартфон приятно удивил своими фото и видео возможностями. Очень даже на уровне. Хотя он и позиционируется как игровой. Так, это у нас уже 8К, 30 FPS. Не знаю, как у нас отрабатывает стабилизация или нет, но по картинке все рывками, конечно, и такое себе. Так, у нас что, приближение здесь максимум 2х, нет, можно до 5 приближать, я бы, конечно, этого не советовал, получается мыло, каша, но 5х можно приблизить. Утро, вот такие сложные условия для съемки, пускай наш герой сегодня помучается. Напомню, мы тестируем Lenovo Legion Y70. Давайте еще зайдем в темноту, в темные участки, чтобы ему было посложнее. Напомню, видео ведется в 8К при 30 кадров в секунду. Вот такие вот условия. Слушайте, на экране выглядит очень и очень все здорово. Вполне себе сносно. Даже 8К, ребят. 8К в смартфоне за 25 тысяч рублей. Но это ли не сказка?
Селфи-камера на 16 мегапикселей со светосилой 2.0. Кстати, тоже может писать видео при 60 кадрах, правда в 1080p. И даже, по-моему, стабилизация как-то отрабатывает. Оптическая навряд ли, но вот электронная походу подключается. Такие сложные условия для съемки, вот так будет лучше, я думаю, меня видно. Кругом пересветы. Очень и очень сложный тест я этому телефону выдал. Роллинг шаттеры я от слова совсем не наблюдаю. Все четко. Видим, как солнышко красиво отрабатывает. Вот тут где-то. Да. Ах, какие лучики. Сказка. Так, ну и про третий сенсор, ребята, забыл сказать. Это у нас ультраширик на 13 мегапикселей со светосилой 2.0 и углом захвата 120 градусов. Вот так это все дело захватывает. Угол обзора довольно-таки неплохой, большой. Не знаю, стабилизация отрабатывает и как она. Ну, вроде бы неплохо. Ну, угол хороший, 120 градусов, так что вы можете захватывать много. Давайте, кстати, проверим, как у нас отрабатывает автофокусировка. Говорят, она бешеная у этого смартфона. Заявлен автофокус, очень хороший. Ну, даже и на ультраширике, видите, прекрасно все отрабатывает. Да. Отлично, я бы сказал. Даже 8К автофокус очень быстрый. Ну да, фазовый автофокус заявлен. Поэтому все с этим превосходно. Давайте на самом маленьком листике, я не знаю, вот этой колючки пробуем. Воу. Хорошо. Очень хорошо. Все автофокусируется, даже 8К в самых сложных условиях. Слушайте, этот телефон просто бомбический на самом деле. Меня он все больше и больше радует. Круто. Молодцы, Lenovo. Похвалю. 3, 4, ну да, 5х. 5х. Не более. Ну и так довольно-таки много. Слушай, не такое и мыло получается. Вполне себе сносно. Хороший смарт. Действительно хороший. Я бы его сейчас рассмотрел. Во всяком случае, круче, чем всякие покашмоки. Ставлю ему твердую 5. Быстрым шагом по лестнице. Специально проверить на стабилизацию. Очень плавная картинка. Стабилизация на этом смартфоне просто ураган. Ну что, друзья, вот и проверяем наш смартфон Lenovo Legion Y70 в темное время суток. Сейчас где-то 2 часа ночи, плюс-минус. Вот.
Что для вас поснимать контент, так сказать. Слушайте, ну смартфон на самом деле меня очень и очень удивил своими фотовозможностями, да и игровыми тоже. Очень достойный. Просто смотрим. Сейчас вот видео ведется в 4К при 60 кадрах в секунду. Стабилизация классная. Здесь у нас заявлена электронная и цифровая стабилизация. Как раз проверим, как у нас огоньки будут отрабатывать. Не знаю, посмотрим. Ну, что-то мне подсказывает, что очень и очень даже неплохо. Так, что по сенсорам? Здесь главный сенсор у нас 50-мегапиксельный от OmniVision на 1,1 55 дюйма. Да, с хорошей светосилой. Очень даже достойный. С мега быстрым автофокусом. Отрабатывает очень даже достойно. Мне порадовала его быстрейшая автофокусировка. Ну и стабилизация, ребят, вы видите. Я иду очень быстрым шагом, все невероятно плавно. Как будто бы, я не знаю, специальный какой-то стадикам работает. Зачет. Давайте попробуем сфокусироваться. Ну, я уверен, что у него с этим все в порядке будет, конечно. Даже вот в таких сложных условиях, в темноте, фокусируется он невероятно быстро. Такой же тест, но только в 8К. 8К. Здесь, я так понимаю, уже стабилизация у нас отсутствует. Вижу подвязки камеры. Но это все-таки 8К. Слушайте, даже на мелких объектах при 8К в очень плохих условиях отрабатывает невероятно быстро. Зачет. Конечно, вы просите к стабилизации 8К, а так вполне себе норм. Данный смартфон продолжает меня радовать. Также, ребята, у нас здесь установлен второй сенсор ультраширик с углом захвата 120 градусов. Может писать в 1080 при 30 кадров в секунду. Захват неплохой у него. Я так смотрю, у него и стабилизация даже отрабатывает. Сейчас я иду быстрым шагом и вполне себе достойно показывает себя. То есть не трясется ничего. Для ультраширика вполне себе норм. Видим, как у нас в темное время суток отрабатывает. Ну, я зашел, конечно, на яркую площадочку, чтобы хоть более-менее было видно. Еще одна есть у нас третья затычка. Это у нас 2-мегапиксельный сенсор глубины. Я ее, конечно, к камерам не отношу, но все-таки она есть. Ну, неплохо, слушайте. Довольно неплохо сделано. Видим, 1х. Все это дело комбинируется. И вот так. Прикольно сделано. Очень даже прикольно. Мне понравилась реализация такая. Влоги. Ну да, можно вот так снимать. То есть реализовано это то же самое приблизительно было на Realme, по-моему, 12-м. Первое помню. Вот здесь получается одновременно идет съемочка, соответственно. И меня, и селфи, и основную камеру. Третий режим вот так можно разделить. То есть получается на ширик и 2х. Вот так можно снимать. То есть одновременно. Да, плохо, что. Чего только нет. Молодцы. Да, ребят, вот это уже максимальное качество селфи-камеры. Напомню, здесь у нас на 16 мегапикселей со светосилой f2.0. Так, давайте дульник шаттер проверим. Ну, я думаю, его нет и в помине. Картинка плавная, без рывков. Отлично себя показывает даже в темное время суток. Иду очень быстро. Все-таки время уже позднее. Надо топать, ложиться спать. Турнички, ребят, давайте. 50-очку. Подтягиваемся. Хотя бы. Да. А чё? Почему бы нет? Все-таки это турнички. Нельзя просто так пройти мимо турничков. Согласитесь. Как раз проверим, как он снимает. Сейчас что-нибудь придумаем.
Вот так, ребят. Телефон бомбезный. Я себе его захотел. Наверное, оставлю его на постоянку. Буду пользоваться. Мне очень понравился. Микрофоны, конечно, еще отрабатывают. Просто замечательно. С камерами все ясно, пора поговорить о звуке. Аппарат получил шикарные стереодинамики с Dolby Atmos на борту. Верхний динамик немного тише, но полноценной полуторкой его не назовешь. Все-таки качество динамиков намного выше. Звук громкий и чистый. При этом есть возможность гибкой настройки эквалайзера. Вот пример его звучания. Есть также готовые пресеты, а также специальный игровой режим, благодаря которому звук становится еще более детализированным. Слышно буквально каждый шорох и топот шагов, что немаловажно в играх. В целом качество звука на высоте. Музыку слушать и потреблять контент – одно удовольствие. Надо упомянуть и наличие 3 микрофонов, благодаря чему звук на видео очень чистый и детализированный. Но здесь есть и обратная сторона медали. Смартфон улавливает много посторонних шумов. Пару слов скажу и о приятной тактильной отдаче за счет качественных вибромоторчиков. Все-таки это у нас флагман, пусть и не самый новый. Печатать текст и взаимодействовать со смартфоном хочется как можно больше. Интенсивность вибраций можно регулировать в настройках. Летим дальше. Коммуникации. На борту Bluetooth 5.3, VoLTE, Wi-Fi 6, NFC модуль, который работает из коробки, поддержка всех актуальных бендов в нашей стране 3, 7 и 20, хотя по моему личному мнению проблема с бендами в китайских смартфонах высосана из пальца. Но не буду заострять на этом внимание, если хотите позже запишу отдельный ролик на эту тему. Скажу только, что на данном девайсе связь и интернет ловит на порядок лучше, чем у большинства ростестовских смартфонов. Спутники ловит тоже хорошо, с погрешностью 3 метра. На борту россыпь разных датчиков: гироскоп, акселерометр, магнитный датчик, датчик света и множество других. Пора поговорить об автономности. Смартфон оснащен аккумулятором на 5100 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки на 68 Вт. За 15 минут смартфон заряжается на 26%, за полчаса на 59% и полный цикл с 0 до 100% занимает приблизительно 1 час. По автономности все тоже на отличном уровне. При обычном использовании 2-3 часа YouTube, час игры в социальные сети, смартфон живет целый день. Вечером остается порядка 13-15%. Если не играть в игры, то на 2 дня хватает с головой. Но вот если включить аппарат на полную, в максимальную производительность, то можно и за 3 часа высадить в ноль. Но это болезнь всех производительных флагманов. Здесь уж ничего не поделаешь, слишком прожорливая платформа. Но это нормально. Ну что, друзья, пора подводить итоги и делать выводы. В общем и целом Lenovo Legion Y70 это хороший, даже отличный смартфон за свою цену. Равных ему на рынке практически нет. Напишите в комментариях свои варианты альтернативы данному аппарату, я почитаю, будет интересно. К сильным сторонам отнесу мощнейшую производительность, пускай с некоторыми манипуляциями, шикарный AMOLED-экран на 144 Гц, премиальные материалы корпуса, отличный мощный звук и неплохую камеру. Некоторые компромиссы все же присутствуют. Отсутствие русского языка в стандартной прошивке, ну и не самая новая операционная система. Хотя это все лечится сменой прошивки. В любом случае за 22 тысячи рублей вы получаете очень много за свои деньги. Если вы ищете мощный и относительно недорогой игровой смартфон, то Lenovo Legion Y70 отличный вариант.
Подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. Ставьте лайки, если видео понравилось. Для вас старался сделать максимально подробный обзор. Залетайте на все мои социальные сети. ВК, Телеграм, Рутюб, Дзен. Там много всего интересного. Кому не жалко, можете кинуть небольшой донат. Собираю на камеру. Номер карты будет в описании. Заранее большое человеческое спасибо. Всем мира, добра и позитива. И пусть все у вас будет по фэншую. До новых встреч. Пока-пока.